Всем привет! Хочу вам показать, что мы делали за эти майские дни. Мы, значит, разбомбили наши две комнаты. Вот по потолку видно было одна комната шла. Вот тут был проходик, печка. И там еще вторая комнатка была. Но мы ее уже сразу разобрали. У нас получилась одна большая и одна маленькая проходная. Вот сейчас здесь стоит бетономешалка. Приблизительно здесь у нас стояла печка. Мы это все дело убрали. Стены были обшиты у нас деревяшками типа вагонки. Здесь у нас двойной фундамент по всему дому идет почему-то. Короче, вот мы с мужем, там какие-то такие плиты странные лежали. Вот выпирали, муж их отбил. Специальной грунтовкой помазал. И уже опять заделал, чтобы более или менее было ровно. Выставили вчера маячки на эту стену. Будем сегодня с мужем штукатурить. Провели проводочку новую полностью. Мы планируем эту дверь, вот, которая у нас сейчас есть, вот это заложить. И вот здесь вот у нас отмечено вырезать новую дверь в углу. И получается, что мы когда будет коридор заходим, у нас будет здесь одна цельная комната, ну практически вот как и была, только будет цельная, непроходная. И вот здесь будет вот где у нас две вот пометочка, что типа тут будет вот вторая дверь открываться и будет вторая нормальная полноценная комната. Делаем, да, тут байбайка твоя была, да? Будет у нас вот, короче, две нормальные комнаты, как у людей. Потолок мы пока делать не будем, потому что, возможно, еще будем делать когда-то второй этаж, поэтому хотя бы только стены переделаем. У нас на втором этаже, получается, двухскатная крыша ломаная. Ну, там, в принципе, возможно сделать полноценную жилую комнату, нормальную. Поэтому пока крышу надо полностью менять. Будем делать мы или нет, не в курсе. Ну, пока, возможно, единственное, что мы сделаем, мы вот это вот все обдерем, ну, чтобы как-то аккуратнее было. И просто заклеим обоями. Потому что здесь, когда поштукатурим, пока у нас будет одна цельная комната на ближайший год. Да, будет на первый год одна цельная комната. Мы поклеим ее самыми дешевыми обычными обоями. На полы вот мы уже здесь убрали гниль, все, что было. Там труба, да, была. Сюда мы сейчас будем, ну, это черновой пол. Мы залили полностью, забетонировали, насыпали много песка. Потому что здесь были большие ямы, тут вообще черти что было. Вот так вот. И сейчас вот мы на черновом поле работаем. Да. Значит, потом сюда будет ложиться сетка сварная, широкая, 10 на 10, по-моему, там муж будет ее как-то на маячки ложить. Потом мы по этой сетке будем протягивать теплые полы, ну, чтобы полы с подогревом были. И будем уже делать, заливать стяжечку уже как чистовые, ровненькие. А пока вот, говорю, мы будем штукатурить стены. По одной стене вот приготавливаем. И чтобы она будет сохнуть, мы начнем за вторую стену. Здесь вот тоже придется... Не знаю, видно. Вот столько вот еще придется это все убирать, спиливать, срубать. Здесь, вот здесь тоже такая картина была. Здесь вот выпирала где-то настолько вот. Очень много, поэтому муж все это сбил. В той стене, в дальней, наоборот, не хватает. Там впадина идет. Поэтому не знаю, что тут еще, как говорится, еще и налаживать штукатурки придется. Первый фундамент, вот он кусочек виден под пленкой. Значит, мы когда убрали всю грязь, весь песок, который здесь был, ну, изначально под домом, под досками, мы в обязательном порядке прошлись битумом, потому что здесь этого не было. Потом, когда мы выровняли яму кирпичами, мы забрасывали отсюда уже, потому что тут есть фундаменты, песком всяким, и уже потом нормальным песком мы ходили полностью, всю площадь засыпали вот эту вот, трамбовали ее хорошенько машинкой, и уже потом
мы положили вот такую пленку на 150 микрон плотную. Это как изоляция получается, ну, гидроизоляция. И вот уже на нее мы заливали черновой бетон. Вот так вот. Что вам еще такое интересное рассказать, чем мы занимались эти дни? Короче, я еще утопила телефон. Ничего я вам снимать не могла. Сейчас у меня телефон уже вроде как начал работать. Но не всегда. Поэтому видео в ближайшее время нормальных, возможно, не будет интересного что-то. Здесь вот проводочку проложили сразу под розетки, под выключатели, кабеля под интернет, под телефон, пожарная сигнализация. Потом над окнами муж провел еще вот, покажу, беленький проводочек, если видно. Вот беленький. Они выходят вот сюда в окна. Это для того, сигнализация на дом будет ставиться. Если вдруг кто-то захочет проникнуть к нам через окна, то у нас работает сигнализация. Ну вот как-то так. Жили мы, конечно, в супер комнатках. У нас здесь была кровать, шторка, печка и, короче, вот здесь вот двери, выход у нас. Здесь шкафы стояли. Ну, короче, мы с мужем жили в проходной комнате, что не очень есть хорошо, когда большие дети уже. Поэтому сейчас вот мы им сделаем отдельно. Сами пока мы ютимся все в зале, мучаемся. Дети на диване гостевом, мы на матрасе. Ну, вот как-то так у нас вот делается ремонт. Что будет потом, я вам покажу. Всем пока!